Глава 2091. Кристаллизованная духовная ци. Судя по направлению морского бриза, чистая духовная ци исходила прямо с острова. Вот он. Это остров, который мы ищем. Это единственное место в царстве старших дьяволов с такой чистой духовной ци и единственное место, где могут существовать пруд очищения духа и лотос чистого духа. Пробормотал патриарх длинной семьи с едва сдерживаемым волнением. Духовные существа тоже были очень взволнованы, увидев остров, но их выражения быстро вернулись к норме после того, как они обменялись несколькими странными взглядами. Поехали. Будем надеяться, что пруд очищения духа и лотос чистого духа действительно так необычны, как провозглашают легенды, сказал Ханли. В самом деле, наша цель прямо перед нашими глазами. Чего же мы ждем? Усмехнулся патриарх длинной семьи, устремляясь к гигантскому острову полосой золотого света, за которым следовал старейшина Хуэй. «Пойдем тоже», — сказала святая дева Тысячи Осеней, прежде чем убрать гигантский ковчег, а затем махнула рукой, чтобы призвать пурпурный флаг. Она осторожно взмахнула флагом в воздухе, и он выпустил вспышку света, которая охватила всех духовных существ, прежде чем унести их в шаре пурпурного света. В этом районе моря, где было так много духовной ци, они, естественно, могли использовать любые техники движения, которые им нравились. Таким образом, Ханли и женщина из семьи Е остались единственными. Женщина с улыбкой повернулась к Ханли и спросила. «Мы достигли места назначения. Брат Хань, у тебя есть какие-нибудь планы?» «Какие планы у меня могли быть? Разве мы не договорились, что будем все вместе использовать пруд очищения духа и поровну разделим лотосы чистого духа между всеми?» Спокойно ответил Хань Ли. «Я, естественно, была бы готова следовать этому соглашению, если бы все остальные тоже его соблюдали. Но если бы произошел какой-то несчастный случай?» — спросила женщина. «Будьте уверены, уважаемая Даос, как мы и договорились, мы будем держаться вместе как союзники, если что-то пойдет не так», — ответил Хань Ли после короткой паузы. Женщина из семьи Е очень обрадовалась, услышав это, и ее улыбка стала еще шире, когда она сказала. «Я знала, что ты человек слова, брат Хань. Давай тоже отправимся. Этот остров довольно большой, но с их силами, я уверена, им не понадобится много времени, чтобы найти пруд очищения духа». Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем подняться в воздух и полететь к гигантскому острову полосой лазурного света. Женщина из семьи Е создала ручную печать. Из ее пятицветного платья из перьев вырвался пятицветный туман, который также поднял ее в воздух. Хань Ли летел не на полной скорости, он просто следовал за всеми на расстоянии. Он не знал точно, где находится пруд очищения духа, но, судя по тому, как стремились духовные существа и патриарх длинной семьи прилететь на остров, они явно имели некоторое представление о его местонахождении. Вскоре они пролетели над равниной и несколькими лесами, прежде чем достигли пышного и живописного горного хребта, источающего освежающий аромат растений. Патриарх длинной семьи и духовные существа внезапно остановились, и Хань Ли немедленно ускорился к ним, увидев это. Вспыхнул пятицветный свет, и рядом с Хань Ли появилась женщина из семьи Е. В этот момент между духовными существами и культиваторами людьми появилось четкое разделение. Было ясно, что хотя они и не повернулись друг против друга, все они стали довольно настороженно относиться друг к другу. В конце концов, когда на карту поставлены такие невероятные сокровища, все боялись, что кто-то еще попытается что-то сделать против них, особенно учитывая, что они даже не были из одной расы. Тем не менее, и патриарх длинной семьи, и святая дева Тысячи Осеней оставались довольно спокойными на поверхности, и после краткого обсуждения они приступили к действию. Патриарх длинной семьи взмахнул рукавом по воздуху, и среди вспышки золотого света в его руке внезапно появился мерцающий золотой топор. По всей поверхности топора были нанесены серебряные руны, и он испускал взрывы удивительной зловещей ци. Тем временем святая дева Тысячи Осеней что-то пропела, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить белую бусину размером с яйцо, покрытую малиновыми дьявольскими узорами. Сердце Хань Ли дрогнуло, увидев это, и он сразу же сосредоточил немигающий взгляд на этих двоих. Как и ожидалось, все это время они оба что-то скрывали в рукавах. Святая дева Тысячи Осеней указала пальцем на бусину, и она сразу же устремилась к горному хребту, а затем остановилась над определенной горой после нескольких вспышек, непрерывно колеблясь. «Вон там, уважаемый Даос Лонг!» Святая дева Тысячи Осеней сразу же закричала, увидев это. Услышав это, патриарх длинной семьи без колебаний издал громкий крик, и на его теле появилась серия золотых чешуек, а на голове появилась пара золотых рогов дракона. Он высвободил свою форму полудракона, и в результате его аура резко увеличилась. В то же время его тело увеличилось примерно до 50-60 футов в высоту, и золотой топор в его руке также увеличивался со скоростью, заметной невооруженным глазом. Он быстро рос, пока не достиг примерно до 100 футов в длину. Патриарх длинной семьи схватился за рукоять гигантского топора обеими руками,
прежде чем яростно обрушить его на гору, над которой парила бусина. Вспышка золотого света вырвалась из гигантского топора, превратившись в массивное острие топора размером около 10 тысяч футов, прежде чем рухнуть на гору вдалеке. Раздался сокрушительный грохот, и вспыхнуло золотое солнце диаметром более 1000 футов, мгновенно поглотившее всю гору. Всплески золотых ударных волн исходили от золотого солнца, превращая близлежащие горы в пыль в мгновение ока. Прямо в этот момент из золотого света вырвался всплеск мощных энергетических флуктуаций, который затем распространился на территорию радиусом около 100 километров. Пространство в результате этих энергетических колебаний заребило, как вода, и на месте только что разрушенных гор появились еще две еще более высокие пышные горы. Между этими двумя горами была долина, окутанная зеленым духовным светом, и прямо из долины исходил невероятно толстый столб белого света, проникавший в небеса. Вот где находится пруд очищения духа. Воскликнул патриарх длинной семьи, и его глаза загорелись пылким экстазом, когда он сразу же выстрелил полосой золотого света. Старейшина Хуэй тоже последовал за ним с восторженным выражением лица. Святая Дева Тысячи Осеней тоже была чрезвычайно взволнована, но выражение ее лица слегка помрачнело при виде патриарха длинной семьи и старейшины Хая, и она внезапно сделала странную ручную печать, которая была спрятана в ее рукаве. Внезапно бесстрастные глаза Чжи Шуя загорелись, и его руки начали слегка дрожать. Однако в следующее мгновение холодный голос Бай Ци раздался в ушах Святой Девы Тысячи Осеней, и ее сердце дрогнуло, и она немедленно сняла свою ручную печать. Свет в глазах Чжи Шуя исчез, и он вернулся в свое первоначальное деревянное состояние. Затем Святая Дева Тысячи Осеней повернулась в сторону и обнаружила, что Хань Ли в настоящее время оценивает ее с намеком на улыбку на лице. Святая Дева Тысячи Осеней как раз собиралась что-то сказать, когда Бай Ци внезапно спросил. «Брат Хань, уважаемый Даос Лонг уже отправился. Ты не боишься, что он первым заберет сокровища, если ты не пойдешь за ним?» Хань Ли ответил со слабой улыбкой. «Я уверен, что уважаемый Даос Лонг не сделал бы ничего подобного. Хе-хе, вы очень доверяете брату Лонгу. Будьте уверены, даже несмотря на то, что мы нашли пруд очищения духа, добраться до него будет не так просто», — холодно усмехнулся Бай Ци. «Понятно, тогда пойдем и окажем помощь брату Лонгу. В конце концов, мы все еще в царстве старших дьяволов, поэтому для всех нас будет лучше получить сокровища и покинуть это место как можно скорее», — с улыбкой сказала женщина из семьи Е. «Конечно. Если мы хотим получить доступ к пруду очищения духа, нам придется работать вместе», — без колебаний ответил Бай Ци. Казалось, что он внезапно сменил Святую Деву Тысячи Осеней в качестве лидера духовных существ. Таким образом, все поднялись в воздух и полетели к долине, что была хорошо видна вдали. Всего через несколько вспышек все влетели в слой зеленого света, которым была окутана долина. К удивлению Хань Ли, слой зеленого света ничуть не мешал им, и они смогли легко пройти сквозь него. В следующее мгновение Хань Ли внезапно оказался в мире, полном ярких цветов, и вокруг него было бесчисленное количество пятен пятицветного света. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он сделал хватательное движение, и несколько пятнышек света размером с горошину были мгновенно втянуты в его хватку, показывая, что это пятицветные хрустальные бусины. Всплески чистой духовной ци начали вырываться из хрустальных бусин, поражая его чрезвычайно комфортным ощущением. Это кристаллизованная духовная ци. Духовная ци здесь более чем в 10 раз более концентрирована, чем снаружи. Хан Ли ошеломленно пробормотал себе под нос. После этого вся группа спустилась к зеленому пруду, расположенному в центре долины. Над прудом явно ощущалась большая концентрация пятнышек пятицветного света, чем где-либо еще, и патриарх длинной семьи и старейшина Хуэй в настоящее время стояли перед прудом, что-то обсуждая, нахмурив брови. Так это пруд очищения духа? Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он тоже спустился к пруду. Тем временем на вершине огромной скалы, что находилась в сотнях километров от долины, стояла красавица в белом платье. Она устремила свой взгляд в сторону долины, и в ее глазах вспыхивал таинственный серебряный свет. За ней стоял крепкий мужчина в черной броне. Глава 2092. Патриарх Юань-Янь. Госпожа Баахуа, эти люди уже достигли пруда очищения духа, мы все еще не собираемся наносить удар? Нерешительно спросил человек в черной броне. Ему казалось, что вторгшиеся в запретные земли уже и так зашли слишком далеко. «Торопиться некуда, их скоро остановит кто-то другой», — ответила женщина спокойным голосом. «Кто-то другой». Удивленно вскинул бровь человек в черной броне. «Надо сказать, что я отправилась в Святое Царство с главной целью восстановить свою прежнюю магическую силу, но также и со второстепенной целью встретиться с этим человеком», — сказала женщина с улыбкой. Человека в черной броне это несколько озадачило, но он не осмелился задать больше вопросов. Хотя мысленно он продолжил предполагать, кого могла использовать госпожа Баахуа для этого дела.
Через некоторое время женщина внезапно подняла бровь, прежде чем взмахнуть рукой. Перед ней внезапно возник шар ртутного вещества, затем трансформировавшийся в световой барьер с зеркальной поверхностью, внутри которого прорисовывалось четкое изображение. Отображаемое изображение представляло собой край моря молний. Внезапно возникли пространственные флуктуации, и появился массивный шар черного света диаметром около 1000 футов. Затем свет исчез, открывая трехголового черного змея длиной от 700 до 800 футов. Все тело дьявольского змея было покрыто блестящей черной чешуей, и по всему его телу бушевали вспышки черного пламени, представляя собой очень устрашающее зрелище. На средней голове гигантского змея стоял молодой человек в черной мантии. У этого мужчины была пара фиолетовых глаз и очень бледная кожа. Его брови были прямыми и острыми, как мечи, и хотя он был совершенно бесстрастным, казалось, что от его тела исходит намек на намерение убить. Молодой человек бросил взгляд на море молний, затем холодно фыркнул и сделал хватательное движение. Бесчисленные черные руны вырвались из его ладони, прежде чем образовать черное копье длиной около 10 футов. На всем копье слой за слоем были выгравированы дьявольские узоры, поражающие смотрящего чувством дезориентации и сенсорной перегрузки. Молодой человек небрежно дернул запястьем, и из наконечника копья вырвалось огромное пространство черного света, прежде чем погрузиться в море молний. Затем последовала удивительная сцена. Все молнии перед лицом черного света тут же расступились, открыв путь, который простирался настолько далеко, насколько могли видеть глаза. Ни одна молния не смогла пробиться через это черное пространство, как будто все они удерживались какой-то всемогущей силой. Затем черное копье взорвалось и снова рассыпалось на черные руны по приказу молодого человека. Однако, когда он собирался войти в море молний верхом на своем черном коне змею, он внезапно что-то заметил и повернулся лицом к Баахуа прямо из зеркала, которое она вызвала. Пурпурный свет вспыхнул в его глазах, когда он взревел. «Кто посмеет шпионить за мной?» В то же время взрыв невидимых энергетических колебаний пронзил пространство, прежде чем проявить себя на зеркале, и зеркало немедленно взорвалось бесчисленными пятнышками серебряного света с глухим ударом. Человек в черной броне тут же смертельно побледнел, увидев это. Это патриарх Юань-Янь. Это тот человек, которого вы ждете, госпожа Баахуа? Верно. Ты боишься? Спросила женщина в белом, и на ее лице появилась холодная улыбка. Человек в черной броне сразу же начал обильно потеть. Его голос утратил последние нотки твердости и уверенности. Поэтому он старался говорить шепотом, скрывая ужас, что охватил его сердце. Конечно, нет. Но вы еще не восстановили свою полную силу. Не слишком ли преждевременно встречаться с мастером Юань-Янем в такое время? Когда я здесь, тебе нечего бояться. Кроме того, я здесь не для того, чтобы затевать драку с Юань-Янь. Однако мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал, холодно сказала женщина в белом. Услышав это, сердце человека в черной броне немного успокоилось, и он тут же почтительно поклонился. Я сделаю все, что вы от меня попросите, госпожа Баахуа. Если ты сможешь позаботиться об этом вопросе в удовлетворительной степени, я гарантирую твою безопасность, что бы ни случилось. Слушай. Губы женщины задрожали, когда она начала передавать свой голос мужчине в черной броне. Человек в черной броне слушал с сосредоточенным вниманием, и на его лице быстро появился намек на просветление. Он наконец понял, почему священный предок Баахуа взяла с собой его, а не кого-либо другого. Если ты сможешь сделать это для меня, я обязательно щедро тебя вознагражу. Но сейчас я должна точно установить, на кого из этих незваных гостей указывал результат моего гадания. Говоря это, женщина снова провела рукой по воздуху, и этот зеркальный световой барьер снова появился среди вспышки серебряного света. Однако в данном случае изображение, показанное в зеркале, было сценой в долине, окутанной зеленым духовным светом. На изображении Хань Ли и другие призвали ряд сокровищ и изо всех сил атаковали невидимые ограничения. Сокровища разных цветов летали по воздуху, и все типы способностей также высвобождались, но невидимое ограничение оставалось непоколебимым, как гора, не проявляя никаких признаков колебания. Это не сработает. Это ограничение явно было установлено дьявольским патриархом, поэтому мы никак не сможем его нарушить, если не воспользуемся нашими козырями, внезапно закричал патриарх длинной семьи, прекращая свои атаки. Действительно. У меня есть бусина разрушения мириад годов, которая должна быть несколько эффективна против этого ограничения, но мне нужен кто-то еще, чтобы одновременно атаковать ограничение, пока я использую эту бусину. «Брат Лонг, твой золотой топор идеально подходит для этого», сказал Байци патриарху длинной семьи. «Мой топор с золотым песком действительно чрезвычайно силен, но каждое его использование расходует значительное количество моей истинной сущности. Если бы я использовал его дважды за короткий промежуток времени, это могло бы оказать на меня длительное негативное влияние. Но у меня есть еще одна способность, специально нацеленная на ограничение,
так что я могу использовать эту способность, чтобы помочь вам», — сказал патриарх длинной семьи, слегка нахмурив брови. «Это должно быть хорошо», — Байци кивнул в ответ, прежде чем внезапно повернуться к Ханли. «Уважаемый Даос Хань, я уверен, что у тебя тоже есть козырь в рукаве, верно? У меня есть пара сокровищ, которые намного мощнее, чем даже средние сокровища высшего класса. Я уверен, что они могут помочь», — небрежно ответил Ханли. «Это здорово. Это чрезвычайно серьезное ограничение, но я уверена, что мы сможем разрушить его, если объединим все наши силы», — сказала святая дева Тысячи Осеней с ликующим выражением лица. В этот момент Бай Ци похлопал по кожаному мешочку, свисавшему с его талии, из которого вылетела серая бусина, прежде чем выпустить струйки серого водяного пара. Водяной пар издавал неописуемый запах гнили, но скорее ароматный, чем отталкивающий. Тем временем патриарх длинной семьи и Ханьли также начали действовать. Первый потер руки, и между его ладонями появилась струйка золотого света, которая быстро стала длиннее и толще, в мгновение превратившись в острый шип. Что касается Ханьли, он просто перевернул руки, чтобы вызвать пару миниатюрных гор, одна из которых была черной, а другая лазурной. Святая Дева Тысячи Осеней и другие тоже начали изо всех сил вливать свою магическую силу в собственные сокровища и способности, готовясь к разрушительной коллективной атаке. «Вперед!» — закричал Бай Ци, указывая пальцем на вызванную им бусину, на которой выпущенный ею серый водяной пар немедленно сконденсировался примерно в дюжину серых нитей, которые моментально устремились к невидимому ограничению. Патриарх длинной семьи также швырнул в воздух золотой шип, который он держал, и он выстрелил, как вспышка золотой молнии. Что касается Хань Ли, он просто швырнул пару миниатюрных гор вперед, и они мгновенно увеличились до размера более 1000 футов каждая. Внезапно над прудом вспыхнул черный свет, и появился массивный трехголовый черный змей. Я знал, что это будут вы, надоедливые существа из духовного царства. Молодой человек в черной мантии бесстрастно стоял в воздухе над черным змеем, и он поднял руку, прежде чем небрежно махнуть ею в направлении атак, которые все развязали. Гигантская черная рука размером более 10 000 футов появилась в воздухе над прудом, а затем опустилась с неудержимой силой, чтобы мгновенно свести на нет все приближающиеся атаки. В то же время на Хань Ли и остальных обрушился взрыв огромной силы. Тела всех мгновенно онемели, и они были вдавлены в почву у пруда по самые бедра. Это было столь неожиданно и мощно, что даже у самых опытных и бывалых культиваторов на лицах появилось паническое выражение. Хань Ли рефлекторно сопротивлялся, когда его кожа мгновенно приобрела малиново-золотистый оттенок, и он смог погрузиться в землю только по щиколотку. Помимо Хань Ли, дух по имени Чжи Шуй лишь слегка покачнулся, прежде чем успокоиться, как будто ничего не произошло. Затем он посмотрел на молодого человека в черной мантии, и пронзительный серебряный свет вырвался из его глаз, когда по всей его коже появились слои серебряных духовных узоров, создавая чрезвычайно странное зрелище. Что касается патриарха длинной семьи и остальных, то их тела полностью застыли, и они чувствовали, будто их ноги отделились от их тел, что, естественно, очень встревожило их. Глава 2093. Фальшивая бессмертная марионетка. Молодой человек в черной мантии слегка запнулся при виде сопротивления Хань Ли и Чжи Шуя, но затем на его лице появилась холодная улыбка. «Надо же! Как интересно! Я не думал, что ты сможешь противостоять одной из моих атак, но твое сопротивление, увы, бесполезно». Затем он указал пальцем на них двоих, и из кончиков его пальцев вырвались два шара черного света, достигнув Хань Ли и Чжи Шуя в мгновение ока. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он смог определить, что черная точка света была черной таблеткой размером с горошину. Несмотря на то, что это казалось совершенно обыденным, Хань Ли, естественно, не осмеливался позволить ему приблизиться к нему. Он сразу же сделал глубокий вдох, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить струю лазурного меча Ци, которая мгновенно разрезала черную таблетку. В следующее мгновение две половинки таблетки взорвались двумя вспышками чернильно-черного пламени, которые сразу же затопили все тело Хань Ли. Дьявольское пламя вспыхнуло в небе, как палящий черный столб, и молодой человек в черной мантии явно был очень уверен в своем дьявольском пламени, о чем свидетельствует тот факт, что он полностью потерял интерес к Хань Ли после того, как его охватило пламя. По сравнению с Хань Ли его гораздо больше интересовал Чжи Шуй, который смог остаться практически полностью незатронутым его первоначальной атакой. Чжи Шуй по-прежнему был бесстрастен, когда поднялся, прежде чем схватиться за приближающийся взрыв черного пламени. Раздался глухой удар, и черная таблетка взорвалась дьявольским пламенем, которое поглотило тело Чжи Шуя в тот момент, когда она коснулась его руки. Святая Дева Тысячи Осеней была очень встревожена, увидев это, и немедленно активировала таинственное сокровище внутри своего тела. Из сокровища вырвался взрыв поразительных энергетических колебаний, и ее тело содрогнулось, когда он вылетел из-под земли. Затем на ее коже появилась серия мерцающих золотых духовных узоров, мгновенно распространившихся по всему ее телу.
Эти узоры были полностью идентичны узорам на теле Чжишуя, за исключением того, что они были золотыми, а не серебряными. Тем временем патриарх длинной семьи и другие все еще прочно застряли в земле. Всякий раз, когда они пытались собрать какую-то магическую силу или раскрыть секретную технику, чтобы выбраться из этого затруднительного положения, их тело немедленно немели, и они не могли даже пошевелить пальцем, как если бы гигантские горы давили на них. В тот момент, когда золотые узоры появились на теле Святой Девы Тысячи Осеней, Чжишуй, казалось, что-то почувствовал, и серебряные узоры на его собственном теле яростно вспыхнули, когда он открыл рот, прежде чем выпустить взрыв серебряных звуковых волн в сторону приближающегося пламени. Оглушительный крик пронзил все небо, и дьявольское пламя слегка вздрогнуло, соприкоснувшись с серебряными звуковыми волнами, прежде чем распасться на точки черного света. После этой атаки звуковой волной серебряные узоры на теле Чжишуя мгновенно значительно потускнели, и он продолжал стоять на месте в деревянной манере. Так это фальшивая бессмертная марионетка. Подожди, это неправильно. Ее аура намного уступает ауре настоящей фальшивой бессмертной марионетки. На лице молодого человека в черной мантии появился намек на удивление, но вскоре он сменился холодной улыбкой, когда он снова протянул палец в сторону Чжишуя. Судя по тому, что он только что сказал, этот Чжишуй был не более чем простой марионеткой. Шар черного света вырвался из кончика его пальца на фоне резкого визга, затем превратился в тонкую черную иглу, которая в мгновение ока достигла Чжишуя. В ответ серебряные узоры на теле Чжишуя внезапно отделились от его кожи, а затем превратились в устаревший серебряный щит, который встал перед ним. В следующее мгновение раздался оглушительный грохот, и щит яростно содрогнулся. Шар черного света взорвался, прежде чем исчезнуть во вспышке, а на поверхности щита осталась небольшая дыра толщиной с большой палец человека. Чжишуй остался совершенно неподвижен на месте, но поток серой ледяной ци внезапно вырвался из его тела, прежде чем превратиться в дюжину или около того толстых серых щупалец. Эти щупальца яростно пронеслись по окружающему воздуху, и из них донесся леденящий кровь вой ярости. Глаза молодого человека в черной мантии слегка сузились, когда он увидел это, но он просто продолжал смотреть с холодной улыбкой. Через несколько вдохов дюжина или около того щупалец были внезапно побеждены, и серебряный щит также исчез в одно мгновение. Чжишуй рухнул на землю без всякого предупреждения, а на его глобелле появилась маленькая дыра, идентичная той, что была на серебряном щите. Мало того, что дьявольская игла, выпущенная молодым человеком в черной мантии, пронзила серебряный щит, она также с легкостью прошла сквозь голову Чжишуя. Как ни странно, из раны не текла кровь. Вместо этого это был тип чрезвычайно вязкой инь-ци, которая была почти в жидкой форме. Понятно, значит, эта марионетка подпитывается дьявольской силой души небесных дьявольских монархов, а не кристаллов бессмертного происхождения. С такой фарсовой комбинацией неудивительно, что эта фальшивая бессмертная марионетка настолько слаба. Интересно, что за дьявольская душа вошла в эту марионетку? Спросил молодой человек в черной мантии, холодно повернувшись к Святой Деве Тысячи Осеней. Глаза Святой Девы Тысячи Осеней были полны недоверия и ужаса, когда она увидела, как Чжишуй падает на землю, и, прежде чем она успела что-либо сказать, она тоже рухнула на землю, когда золотые узоры на ее теле начали расплываться. В то же время ее аура начала резко колебаться, а золотые духовные узоры на ее коже начали исчезать и появляться. Молодой человек в черной мантии слегка запнулся, но тут же расхохотался, как будто только что что-то понял. Он со злорадным весельем произнес: «Ты обладаешь полукукольным телосложением». Ха-ха, конечно, невозможно, чтобы простая стадия интеграции тела управляла фальшивой бессмертной марионеткой. Даже если ты превратила свое собственное тело в полумарионетку, чтобы лучше контролировать марионетку, обратной реакции бессмертных паттернов будет достаточно, чтобы убить тебя. Что ж, я рад, что ты доставила эту фальшивую бессмертную марионетку прямо к моему порогу. Поэтому я избавлю тебя от страданий. Говоря это, молодой человек в черной мантии протянул руку к Святой Деве Тысячи Осеней, и перед ним вспыхнуло пространственное колебание, когда появился черный кинжал длиной около полуфута. Кинжал испускал чрезвычайно устрашающее духовное давление и исчез, как только появился. В следующее мгновение вспыхнул черный свет, и кинжал внезапно появился на прежнем месте. Внезапно Святая Дева Тысячи Осеней испустила леденящий кровь крик, и ее тело и душа были разрезаны на две части без всякого предупреждения, в то время как ее защитный духовный свет и ее защитные сокровища остались совершенно невредимыми. Две половины ее тела рухнули на землю и вспыхнули дьявольским пламенем, прежде чем в мгновение ока испепелиться, оставив на земле только маленькое полупрозрачное коралловое дерево с красными листьями. Значит, твоя истинная форма древа духов Тысячи Осеней. Неудивительно, что ты смогла превратить себя в полукукольное тело. Это древо духов — именно то, что я ищу. На лице молодого человека в черной мантии появился намек на удовлетворение при виде истинного тела Святой Девы Тысячи Осеней, но затем он сразу же усмехнулся, сделав хватательное движение, втягивая древо духов Тысячи Осеней в свои руки.
В глазах молодого человека в черной мантии появилось довольное выражение, после чего он повернулся к патриарху длинной семьи и остальным, которые все еще были обездвижены гигантской дьявольской рукой. На его лице появилась холодная улыбка, когда он указал пальцем на черный кинжал, который повторил процесс исчезновения, прежде чем снова появиться дважды подряд. Еще два душераздирающих крика раздались у пруда, и тело старейшины Хая и пожилого ученого также были разрезаны пополам, прежде чем сгореть в небытие. Патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е немедленно побледнели, увидев это. Это глубокое небесное сокровище. В ужасе воскликнул патриарх длинной семьи. Кроме легендарного сокровища такого калибра, не было ничего, что могло бы так легко убить таких существ на стадии интеграции тела. Они уже поняли, что этот молодой человек в черной мантии определенно был священным предком, но они не думали, что он с самого начала высвободит глубокое небесное сокровище. Они вдвоем изначально планировали попытаться договориться с молодым человеком в черной мантии, но эти намерения полностью испарились, и они оба начали раскрывать свои спасительные козыри. Патриарх длинной семьи издал громкий рев, когда он внезапно положил руку на макушку, из которой во вспышке золотого света появился настоящий дракон с 5 когтями. Первоначально золотой дракон был размером всего около дюйма, но сразу же увеличился до более чем 100 футов, прежде чем издать громоподобный рев. Между тем, женщина из семьи ей стиснула зубы, прежде чем извергнуть полный рот эссенции крови, которая образовала облако кровавого тумана, которое мгновенно исчезло в ее пятицветном платье из перьев. Сразу же раздался восхитительный крик Феникса, и бесчисленные всплески пятицветного света вспыхнули, прежде чем превратиться в чрезвычайно сложный доспех, покрывающий все ее тело. Даже ее лицо было теперь скрыто пятицветным козырьком, сквозь который были видны только ее глаза. Глава 2094. Глубокий небесный черный кинжал. И золотой дракон патриарха длинной семьи, и доспехи, которые носила женщина из семьи Е, могли полностью игнорировать давление, оказываемое на них гигантской дьявольской рукой, что ясно указывало на то, что они были намного могущественнее, чем обычные сокровища и способности даже талантливых культиваторов. Золотой дракон поднял свою массивную голову, и толстый столб золотого света вырвался из его пасти, прежде чем в мгновение Эйка ударить гигантскую дьявольскую руку. Выпустив эту атаку, золотой дракон рассеялся, словно исчерпав всю свою силу. Тем временем пятицветный свет хлынул на доспехи, которые носила женщина из семьи Е, и над ее головой появился клинок гигантского меча длиной более 100 футов, который также метнулся, чтобы ударить гигантскую дьявольскую руку. Массивная дьявольская рука сильно дрожала перед лицом этих атак, и огромное давление, создаваемое ею, значительно уменьшилось. Несмотря на то, что огромное давление было аннулировано всего на долю секунды, патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е были опытными существами на стадии интеграции тела, поэтому они, естественно, не собирались упускать эту возможность. Яркий золотой свет вырвался из тела первого, и он резко увеличился в размерах, снова превратившись в свою форму полудракона, прежде чем яростно ударить своими покрытыми золотой чешуей руками о землю. Земля сильно содрогнулась на фоне оглушительного грохота, и наружу вырвался взрыв ударных волн с патриархом длинной семьи в эпицентре. Используя силу этих ударных волн в своих интересах, патриарх длинной семьи, наконец, смог вырваться из ограничений гигантской дьявольской руки. Он сразу же взлетел с земли, как мчащаяся стрела, и появился в нескольких сотнях футов от него. Он не пытался немедленно сбежать, так как знал, что это приведет только к более быстрой кончине перед лицом этого священного предка. Таким образом, он сделал глубокий вдох, прежде чем взмахнуть рукавами в воздухе, выпустив 7 или 8 разных сокровищ, которые начали вращаться вокруг его тела. Среди них была небольшая нефритовая печать размером в несколько дюймов и золотой браслет размером с кулак. Как только появились эти два сокровища, источник ци близлежащего мира мгновенно стал чрезвычайно активным. Это была пара копий глубокого небесного сокровища. Казалось, что патриарх длинной семьи раскрыл свои настоящие козыри, чтобы спасти свою жизнь. В то же время ослепительный свет закружился над доспехами, которые носила женщина из семьи Е, и свет в безумии устремился к ее спине, прежде чем проявиться в паре гигантских крыльев, которые были в несколько десятков футов в длину. Мало того, что эти крылья были покрыты бесчисленными пятицветными перьями, на кончике каждого из крыльев был шар пламени, который постоянно менял цвет. Она мягко взмахнула крыльями, и два огненных шара взорвались, охватив все пространства вокруг нее. Ослепительный свет немедленно вырвался из ее гигантских крыльев, и они мгновенно превратились в пару впечатляющих огненных крыльев. Затем женщина из семьи ей спустила деликатный крик, энергично взмахнув огненными крыльями, из-за чего вокруг нее вспыхнули сильные пространственные колебания. Ближайшее пространство начало искривляться и разрушаться, и вокруг нее появилась белая дыра диаметром около 100 футов. В следующее мгновение ее тело расплылось, и она мгновенно исчезла в дыре. Вместо того, чтобы разозлиться, увидев это, глаза молодого человека в черной мантии загорелись интригой. Он восхищенно выкрикнул: «Впечатляет!
Мне было интересно, что придало вам смелости зайти так глубоко в наше святое царство. Теперь я вижу, что вы унаследовали несколько истинных родословных духов. Истинный дракон и небесный феникс, а? Так. Эти двое самые известные среди всех истинных духовных существ. Похоже, я добавлю вашу истинную духовную кровь в свою коллекцию. Как только его голос умолк, зависший рядом черный кинжал вдруг снова дважды подряд блеснул. Выражение лица патриарха длинной семьи резко изменилось, когда он отчаянно отскочил назад. В то же время вызванные им сокровища выпустили вспышки ослепительного света, охватившие все его тело. Внезапно раздался рвущийся звук, и свет вокруг него заметно потух, а затем яростно задрожал среди череды гулких ударов, как будто его поразил взрыв невидимой силы. Сокровища внутри области света несколько раз хаотично вспыхнули, прежде чем взорваться шарами духовного света, и только нефритовая печать и золотой браслет все еще едва держались. Выражение лица патриарха длинной семьи резко изменилось, когда он быстро сложил ручную печать, а затем открыл рот, чтобы выпустить две вспышки белой ци, которая мгновенно растворилась в двух оставшихся сокровищах. Свет, исходящий от сокровищ, резко увеличился, и они были укреплены этой инъекцией силы. Тем временем черная нить мгновенно исчезла в белой дыре, после чего дыра была разрезана по центру. Почти в тот же самый момент более чем сотни футов от него раздался тонкий тревожный крик, после которого разразился всплеск устрашающих энергетических колебаний. Только что исчезнувшая черная нить внезапно вылетела из воздуха, сразу же вслед за которой появился огромный шар пятицветного пламени. Внутри огненного шара находилась маленькая фигурка с парой огромных огненных крыльев. Это была никто иная, как женщина из семьи Е. В настоящее время она смотрела на молодого человека в черной мантии с ужасом в глазах, и одна из ее рук пропала. Черная нить не только нарушила ее секретную пространственную технику, но и почти разрезала ее тело пополам. Если бы не ее мгновенное решение пожертвовать собственной рукой, ее постигла бы та же участь, что и святую деву Тысячи Осеней. Женщина из семьи Е быстро перевела взгляд на патриарха длинной семьи и обнаружила, что хотя выражение его лица было довольно спокойным, ужас в его глазах был очевиден. Женщина из семьи Е была ввергнута в отчаяние, увидев это. Молодой человек в черной мантии был довольно удивлен, увидев, что его атаки не достигли желаемого эффекта. Но насмешливая ухмылка вновь появилась на его лице, когда он поднял руку, чтобы схватиться за черный кинжал. Выражение лица женщины из семьи Е и патриарха длинной семьи сразу же значительно потемнели, когда они увидели это. Было ясно, что следующая атака этого священного предка не будет такой беспечной, как предыдущая, поэтому шанс, что они смогут пережить ее, был очень мал. Когда они вдвоем со страхом и ужасом смотрели на происходящее, молодой человек в черной мантии внезапно поднял кинжал, и на его поверхности появилась серебряная строчка древнего текста. Затем кинжал слегка задрожал, прежде чем из его острия вырвался столб черного света, прежде чем мгновенно исчезнуть прямо в небесах. В следующее мгновение внезапно поднялся завывающий ветер, и в небе появилась огромная черная дыра. Всплески чернильно-черной дьявольской ци вырвались из черной дыры вместе с порывами леденящего кровь инского ветра, после чего черная ци превратилась в более чем 100 огромных черных рун. Затем молодой человек в черной мантии сразу же указал пальцем вверх, и все черные руны спустились с небес, как падающие звезды, прежде чем исчезнуть в черном кинжале. После поглощения черных рун серебряные руны на поверхности кинжала засветились, а сам кинжал увеличился, в мгновение К превратившись в гигантский черный меч длиной около 10 футов. Молодой человек в черной мантии бросил холодный взгляд на патриарха длинной семьи и женщину из семьи Е, прежде чем произнести слово. Разрез. Гигантский меч пронесся по воздуху, и серповидная полоса черного света длиной более 100 футов пронеслась по воздуху. Патриарх длинной семьи и женщина из семьи Е немедленно приготовились сражаться за свою жизнь, но они оба были в тупике, когда увидели направление, в котором двигался черный свет. Вместо того, чтобы направиться к ним, черный свет резко изменил направление и устремился к шару черного дьявольского пламени, который ранее охватил Ханьли. После того, как дьявольское пламя охватило Ханьли, оно продолжало гореть, не показывая никаких признаков ослабления, но молодой человек в черной мантии по какой-то причине внезапно решил напасть на него. Ты действительно думаешь, что простая техника сокрытия ауры одурачит меня? Похоже, ты самый сильный среди всех незваных гостей, так что я отправлю тебя в ад первым. Как только его голос затих, черный полумесяц исказился, а затем превратился в серию тонких и длинных черных нитей. Было более 10 тысяч таких нитей, затем они были рассеяны, прежде чем раствориться в воздухе. В следующее мгновение вокруг черного дьявольского пламени вспыхнули пространственные флуктуации, и черные нити возникли, прежде чем переплестись, образуя массивную черную сеть, которая сжималась с большой скоростью. Печать. Голос Ханьли внезапно раздался из дьявольского пламени, сразу после чего вырвался шар фиолетового света, прежде чем превратиться в массивного персонажа Печати, который взорвался на месте.
Всплеск своеобразных энергетических колебаний пронесся по окружающему воздуху, и дьявольское пламя мгновенно дрогнуло вместе с быстро сжимающейся черной сетью. Однако затем все мгновенно вернулось на круги своя, но во время этой доли секунды лазурно-белая нить света пролетела через отверстие в черной сети среди громкого удара грома. Затем между патриархом длинной семьи и женщиной из семьи Е во вспышке появилась нить света, которая оказалась Хань Ли с золотой молнией, вращающейся вокруг его тела и грозовыми крыльями на спине. Глава 2095. Отчаянная ситуация. Хань Ли в настоящее время держал небольшой котел размером с ладонь, который был в несколько дюймов высотой и вспыхивал ослепительно-фиолетовым светом. Это пурпурный котел слова. Разве эта штука не принадлежит Сюэ Гуану? Как она оказалась в твоих руках? Молодой человек в черной мантии сначала был ошеломлен видом пурпурного котла, но затем на его лице сразу же появилось холодное выражение. Как только его голос затих, бесчисленные черные нити снова появились вокруг Хань Ли, а затем сошлись к нему со всех сторон. Выражение лица Хань Ли слегка помрачнело, когда он увидел это, и он бросил маленький фиолетовый котел вверх, затем сложил ручную печать, прежде чем указать на него, произнеся слово «ограничить». Лазурный столб света вырвался из кончика его пальца, прежде чем влиться в маленький котел в виде чистой духовной силы. Ослепительный свет немедленно вырвался из сокровища, и древний ограничительный символ вылетел, прежде чем увеличиться более чем в 100 раз по сравнению с первоначальным размером, превратившись в огромную пурпурную проекцию, окутывающую все тело Хань Ли. Сразу же после этого черные нити ударили в выступ среди череды гулких ударов. Черный и пурпурный свет переплелись, и черные нити были, естественно, чрезвычайно мощными, но пурпурный котел слова также был одной из самых мощных копий глубокого небесного сокровища из существующих. Вдобавок ко всему, он уже был полностью усовершенствован Хань Ли, и теперь, когда он высвободил всю свою силу, выпущенная им фиолетовая проекция приняла существенную кристаллическую форму. Черные нити были атакой, выпущенной истинным бездонным небесным сокровищем, но это была всего лишь беспечная атака молодого человека в черной мантии, поэтому пурпурная проекция смогла удержать их на расстоянии. Выражение лица молодого человека в черной мантии не изменилось, когда он увидел это, но в его глазах появился холодный свет. В то же время из его руки с мечом вспыхнул черный свет, а в следующее мгновение из гигантской фиолетовой рунической проекции раздался резкий визг. Черные нити слегка вздрогнули, когда их сила увеличилась более чем в 2 раза, и, казалось бы, нерушимая фиолетовая проекция была полностью уничтожена, позволяя черным нитям продолжать сходиться к Хань Ли. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, когда он увидел это, и он переключился на другую ручную печать, чтобы попытаться высвободить еще одну из способностей пурпурного котла слова, но было уже слишком поздно. Из пурпурного котла слова внезапно раздался мучительный визг, за которым последовал хрустящий треск, и он взорвался шаром лилового света. То, что осталось от проекции фиолетовой руны, также мгновенно исчезло, в результате чего Хань Ли стал полностью уязвимым для приближающихся черных нитей. Это было колоссальным потрясением для Хань Ли. Он не мог представить, что увидит крушение своего сокровища даже в кошмарном сне. Но свершившееся было уже не вернуть. Поэтому Хань Ли пришлось сражаться с тем, что осталось. Выражение лица Хань Ли помрачнело еще больше, когда он тут же сжал кулаки и издал оглушительный рев. Внезапно бесчисленные черные руны вырвались из его тела, а затем проявились в истине черных доспехах. В то же время позади него во вспышке золотого света появилась проекция золотого тела с 3 головами и 6 руками. Проекция взмахнула 6 руками в воздухе, и из каждой руки вырвался шар золотого света, прежде чем слиться в огромный золотой вихрь. Изнутри вихря раздался оглушительный грохот, и бесчисленные золотые руны вырвались наружу, превратившись во взрывы огромной силы, сметающие сходящиеся черные нити. Тем временем золотой свет хлынул на поверхность проекции, и она приняла материальную форму. Над его телом появился костюм нечетких золотых доспехов, и он сразу же встал перед Хань Ли. Затем золотое тело открыло свои 6 невыразительных золотых глаз, прежде чем быстро взмахнуть руками в воздухе, мгновенно выпуская бесчисленные золотые кулаки, которые метнулись во всех направлениях. Что касается самого Хань Ли, он топнул ногой в пространство под собой и оттолкнулся назад, как летящая стрела. В то же время бесчисленные дуги золотых молний вырвались из его грозовых крыльев, а затем превратились в шары золотых молний, которые устремились прямо к черным нитям. Одновременно из рукавов Хань Ли вспыхнул лазурный свет, и 72 маленьких летающих меча в бешенстве вырвались вперед. Как только эти маленькие мечи появились, они превратились в 72 полосы ци лазурного меча, которые сошлись, образуя массивный клинок лазурного меча. Звук воющего ветра и грохот грома был слышен из клинка, и он врезался в часть черной сети, которая была позади Хань Ли. Раздался сокрушительный грохот, когда сверкающее лазурное солнце появилось из черной сети, посылая сильные энергетические колебания в воздух.
Все шары золотых молний также исчезли в лазурном солнце во вспышке, создав раскаленный шар света, когда в близлежащем пространстве раздалась череда взрывов. На лице молодого человека в черной мантии впервые появилось удивленное выражение, когда он увидел это. Глаза патриарха длинной семьи загорелись, и он поспешно передал свой голос женщине из семьи Е и бойцы, сказав им бежать, прежде чем он сам сбежал полосой золотого света. Конечно, он делал это не по доброте душевной, он просто надеялся, что у него будет больше шансов совершить успешный побег, если они все разом убегут. Женщина из семьи Е немедленно взмахнула огненными крыльями, услышав эту голосовую передачу, и улетела в другом направлении. Напротив, Байци просто оставался на месте, не выказывая никакого намерения сбежать с места происшествия. Патриарх длинной семьи был несколько сбит с толку, увидев это, и ускорился еще больше, покрыв расстояние более 10 тысяч футов всего за несколько вспышек. В мгновение эко он достиг зеленого светового барьера над долиной и собирался вылететь из него. Тем временем женщина из семьи Е также достигла края долины и внезапно исчезла в космосе, высвободив пространственную способность телепортироваться из светового барьера. Если бы они смогли выбраться из долины и разбежаться в разных направлениях, был бы хороший шанс, что по крайней мере один из них смог бы выжить. Как ни странно, молодой человек в черной мантии не пытался их остановить. Вместо этого он просто смотрел с насмешливой ухмылкой на лице. В тот момент, когда патриарх длинной семьи коснулся светового барьера, раздался глухой удар, и он был отброшен назад. Он как будто ударился о неприступную крепость. Патриарх длинной семьи быстро пришел в себя, но его сердце полностью упало в этой отчаянной ситуации. Он был уверен, что при обычных обстоятельствах сможет найти способ обойти это ограничение, но было ясно, что это будет невозможно в присутствии священного предка. В то же время женщина из семьи Е, которая только что исчезла в космосе, тоже была вынуждена снова появиться перед световым барьером. Она лихорадочно применила еще несколько типов пространственных секретных техник, чтобы обойти световой барьер, но все было безрезультатно, и весь цвет слился с ее лица. Внезапно в воздухе над прудом раздался громоподобный обезьяний рев, и два гулких хлопка раздались, когда ослепительный свет исчез, открыв два торнадо и массивную черную фигуру. Гигантская черная фигура быстро отскочила назад и появилась в нескольких сотнях футов от своего первоначального местоположения, показывая себя золотой обезьяной в черной броне высотой более сотни футов, держащей в руках лазурную и черную горы. В этой ужасной ситуации Хань Ли принял форму гигантской горной обезьяны, и только тогда он едва смог вырваться из черных нитей, полагаясь на свою необычайную силу, экстремальные горы, божественную молнию погибели дьявола и золотое тело происхождения. Несмотря на это, его дьявольские доспехи в настоящее время были изрешечены бесчисленными тонкими трещинами, которые медленно закрывались сами по себе. Вдобавок ко всему, Хань Ли удалось сбежать только потому, что он несколько раз использовал истинное небесное сокровище. Это показало, что он довольно хорошо знаком с сокровищами такого калибра. Если бы на его месте был патриарх длинной семьи или женщина из семьи Е, даже если бы они обладали его способностями, они бы все равно запаниковали и были убиты. Очень впечатляет. Похоже, я принял правильное решение, придя сюда. Я не только столкнулся с фальшивой бессмертной марионеткой, я впервые увидел человека, который смог развить истинную духовную родословную до такой степени. В твоем теле есть несколько истинных духовных родословных, верно? Покажи мне, какие у тебя есть другие способности. В противном случае я буду вынужден высвободить почти половину силы своего черного дьявольского кинжала в своей следующей атаке, и это будет очень и очень больно. Поверь мне на слово, тебе будет весьма трудно пережить это. Что касается вас двоих, просто откажитесь от попыток сбежать. Этот остров известен как остров горьких духов, а эта долина — долина ловушек духов. Всем существам царства духов, которые входят в это место, суждено быть уничтоженным, хмыкнул молодой человек в черной мантии, размахивая своим гигантским черным мечом. Брат Лонг, фея Е, если мы объединим наши силы, есть небольшой шанс, что мы сможем выбраться из этого живыми. В противном случае мы будем разделены и побеждены. Уважаемый Даос Бай, я не знаю, что ты замышляешь, но ты действительно думаешь, что сможешь пережить это испытание в одиночку? Громовым голосом взревела золотая обезьяна.